Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Эта игра называется Fatal Frame, часть 5. Она же Project Zero, с подзаголовком «Жрица темных вод» Maiden of the Black Water. Игра вышла в 2015 году эксклюзивно для Nintendo Wii. И в 2021 на территории Японии выходит версия для всех актуальных платформ, позже в 2022 во всем остальном мире. Я не играл в 5-ю часть, зато я прошел оригинальную трилогию и 4-ю. Прохождение, кстати, есть на канале. И вот теперь принимаюсь за 5-ю. Буду играть в Steam ПК-версию в 4К с максимальными настройками графики. Это главное меню, сначала настройки. Основные. Стиль управления. Действие или классика. Поставлю действие, хотя я вижу, оно немного отличается от того, что было в 4-й. Но придется попривыкать. Вибрация. Геймпад у меня DualSense. Скорость камеры. Экран и звук. Субтитры русские. Язык голоса японский давайте для аутентичности. Почему-то русского нет, а если выставить английский, то русский появляется. Это интересно. Настройки графики 4К, полный экран, высоко-высоко, сглаживание, глубина резкости. А здесь под себя настраивать управление. С настройками разобрались. Значит, что за артбук теперь? В 4-й части тоже присутствовал артбук. Здесь можно переключаться между 1-й частью, 2-й, багровая бабочка, 3-й, Tormented, измученная. И вот эта жрица темных вод. А куда засунули 4-ю, которая маска лунного затмения, почему-то не присутствует? Тут есть главы. 1-я изображение и снимки, 2-я эскизы, наброски, 3-я мир окружения. Например, сюда. Повернуть страницу. Приблизить. Отдалить. Это главная героиня 1-й части. Показать название. Заглавный экран. Основные визуальные эффекты. Лука и Мику. Мику с камерой. В общем, арты. Эскизы по всем частям, кроме 4-й почему-то. Почему ее проигнорили, я не знаю. Мир и окружение. Да, было дело. Помню. Выходим из этого артбука. Новая игра. Содержит сцены неприятного характера. Пролог. Сокрытая в глубинах. Хиносаки Миу. Далее. Унесенные призраками, в окрестностях горы Хиками при таинственных обстоятельствах бесследно исчезают люди. Одна из них — Хиносаки Миу. Придя в себя, она понимает, что находится в затопленном здании.
Вот черт. Нужно выбираться. Осматриваться. Пусти, пусти, пусти. Двигаться. Ну вас. Нужно найти выход. Причем я заметил, есть автосохранение, не характерное для серии. Идти, осмотреться. Взглянуть, ну-ка. Похоже, по другую сторону решетки стена пещеры. В темноте виднеются какие-то статуи. Должно быть, я под землей. Как же выбраться отсюда? Есть бег, причем довольно-таки бодрый. Обычно героини Fatal Frame'ов такие медлительные. Здесь же... А как на 180 поворачиваться? Как в 4-й не получается. Надеюсь, меня научат потом. В конце коридора свет. Может, там я смогу найти путь наружу. Прутся. Призраки. Они преследуют меня. Нужно убегать. РБ, бежать. Отклонить левый стик назад, чтобы обернуться. РБ, чтобы повернуть камеру. Черт, как неудобно. Непривычно. Вашу мать. Спасся ненадолго. Что это за комната?
Фу, мерзко. И страшно. Даже мурашки словил. Пропала Хиносаки Миу. Ее заперли в храме на вершине горы, поэтому никто не услышал крики о помощи. Именно на этой горе и разворачиваются события нашей истории. Мы следим за судьбами 3 человек. Юри, Рена и Миу. Это жуткая история о сверхъестественном. Первая капля. Меркнущий след. Кадзуката Юрия. То есть здесь главы называются каплями. Они в каждой части по-разному называются. В первой были ночи, во второй, не помню, в третьей часы, в 4-й фазы. Теневое чтение из поколения в поколение. В деревнях у подножия горы Хиками у некоторых жителей проявляется уникальная способность. Она известна как теневое чтение и позволяет видеть тени или же следы людей, пропавших при необъяснимых обстоятельствах. Это ничем не отличается от психометрии, которую практикуют в других регионах. Кадзуката Юри отправляется вместе с Куросавой Хисокой, женщиной, обладающей теневым чтением, в заброшенную гостиницу на горе Хиками. Предполагая, что со временем Юри сможет стать искусной в чтении теней, Хисока решает взять ее с собой на задание. Юри, 探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。ЛТ – режим съемки. В режиме съемки на экране появится рамка видеоискателя. Осмотреться. 遮影機が映し出すものは隠りよ。Сфотографировать. つまり隠された世界。それはどこよ。死後の世界に近いもの。見えてしまったものにあまり深く関わらないこと。 Отклонить левый стик назад. 隠りよに引き込まれてしまう。 Сразу оба. Вот так. Найти третий. Используйте XY, чтобы повернуть область захвата. Такого не было раньше.
ЛБ — сфокусироваться на цели. Можете снимать сколько захотите. Тип пленки 7, бесконечное количество. やがて観光地になり、今は自殺の名所。訪れる人はそういう人ばかりになったと聞くわ。これを持って。Вы получили посмертную фотографию. これが今回のヨスがあなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ、中に入って。Открыть карту. Пруд Микомори, позади поместья Итиру. Текущее положение. Этаж. Только ничего нету. А приближение, кажется, тоже отсутствует. А в 4 части оно было. LB плюс X. Войти в фоторежим. Не буду его использовать. Не фанат. Снимать интересные места и моменты. Цель. Обыскать заброшенную гостиницу. Юбочка, короче, некуда. У этой вон колготочки, петелечки. В общем, спецодежда. Пришли на задание. Не переживай, я не переживаю. Нужно закончить до наступления темноты. От поверхности воды отражается заходящее солнце, окрашивая все вокруг в закатные цвета. Должно быть, постояльцам нравился этот вид. У меня же закат вызывает чувство одиночества. Фонарик держит в левой руке. Есть мост. Юрий, А, ты меня возвращаешь, чтобы не отвлекался. Ух ты, какая резвая. Спринтерша. Обычно героини Fatal Frame'ов медлительные такие, здесь же... Фотографию сделали где-то поблизости, надо найти место. Деревянная рама покореженной раздвижной двери. Сложно сказать, от чего почернела, от огня или от плесени. Люблю читать описания подобные. То, что видят героини, за которых играешь. Привыкать еще к этому повороту на 180. А как ты попала туда? Из щели между досками торчит ветка дерева. В смысле? Руки в воде. А, можно было пройти насквозь. А в воде мобильность снижается немного. Ступеньки вижу. В
конце коридора лежит груда деревянных обломков. Должно быть, их смыло сюда водой. В стене дыра. Я вижу через нее комнату. Похоже, тоже затопленная. Ой. Показалось? В стене, ведущей к пруду, большая дыра. Закат отражается от воды, освещая комнату жутким сиянием. Темно-то как. ユーリ、待って。気配を感じるわ。Найти след, удерживать РТ. それはヨスガが見せる過去の影。残影は目的のものへの手がかりになる。影を追いましょう。 Идти за тенью. След прошлого. За силуэтом. Окна в этом коридоре заколочены. Вроде налево. Удерживать. Гибель горы Хиками. Старая запыленная книга. Кто ее обронил? Я не зачитываю записки, потому что их в игре миллион. Просто читаю сам и даю время прочитать, если кто смотрит. Ой. Выглядывающий мужчина. Дают очки. Хозяин направляется внутрь. Это была тень прошлого. Обучение, отголоски прошлого. В местах, где тени прошлого особенно сильны, можно наблюдать отголоски.
Сфотографировав их, вы заработаете фотоочки, которые можно потратить на улучшение камер. Туда пошел. Дверь открыть. Но дверь-то, конечно, медленно открывается, возможно, даже медленнее, чем в предыдущих частях. В 4-й надо было фоткать куклы. Здесь, похоже, кукла стоит просто так. Необходимости ее фоткать нет особой. Так, а что я здесь должен найти-то? Тут нет ничего. Б. Проползти. На карачках. Заперто. 鍵が必要ね。遮液を使ってみましょう。 Воспользоваться камерой. Духовные фотографии. Осматривая окружение через линзы камеры, можно заметить объекты, которые обычно не видны. Сфокусируйтесь и сфотографируйте их, чтобы увидеть места или предметы, с которыми они связаны. Потом найти места с фотографий и, возможно, найдете там подсказки. Съемка. ЛБ. Сфокусироваться. А, вот, комната с куклой. Ясно теперь, зачем она. Что-то есть. От шкафа исходит какой-то свет, на комоде стоит кукла. Должно быть, там находится ключ. Найти место, изображенное на фотографии. Оно где-то в здании. Чтобы еще раз взглянуть на фотографию, откройте главное меню, выберите символы. Во вкладке «Предметы записи». Юрий, 一人で探してみて。私はここで待っているわ。 Не хочешь корячиться туда-обратно? Повешенный мужчина. Жуть. Ну ты медленно дверь открываешь. Подобрать. Ключ с красным брелком. Он может открыть ту дверь. Нужно возвращаться к Хисоке. Подобно 4-й части показывают, куда направляться. А ё-моё. Смотрящий на ключ мужчина. Смотрящий. А тут нельзя... Я все забываю, как на 180 повернуться. Отклонить РБ, господи. Вы открыли дверь с помощью ключа. Найти предмет в комнате.
そこに Что-то 何かあ есть. るわ。 Обнаружение фантома. Камера обскура реагирует на предметы, которые обычно скрыты от глаз живых. Вы можете проявить такие предметы в нашем мире, сфотографировав место, где они раньше находились. С определенного места под правильным углом. Сфокусируйтесь. Обязательно поворачивать, да? Есть? Нет? Все еще нет. Не тот угол. Ага. Красным мигает.これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあんまりいい場所じゃない。 Возвращаться. Покинуть гостиницу. Ничего здесь больше нету. Стена ниши перекосилась, за ней видна земля. Засыпала всю комнату. Открыть. Что-то пойдет не так, и мы разделимся. Не успел. Юрий, 今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。 А что, можно было выше подняться? Я не заметил этого хода. Не дает. Говорит, со мной иди. Какие шустрые. Призраки будут пытаться напасть и схватить. Если призрак схватит, подобрать нужный угол, РТ. Отпрянул, когда сфотографировали.
Возможно, удастся изгнать его, если сделать еще несколько обучалка сражениям. У призрака есть уязвимые места. Область захвата прямоугольник в центре, область вашей атаки. Нельзя делать снимки, если закончится пленка. На голову. Потом ЛБ, фокус, РТ. Перезарядка. Фрагменты духа. Отделяются, когда призрак получает урон. Со временем возвращаются назад. Фотографируйте их, пока они не исчезли. Цели и ошеломление. Когда в области захвата 5 или более целей, снимок оттолкнет призрака. Во время ошеломления область захвата станет красной. Выбирайте положение так, чтобы в кадре было хотя бы 5 целей, включая призраков и фрагменты духа, чтобы получить возможность ошеломления. Чё-то дофига нового. Найдите призраков, на которых указывает духовный покров. Роковой снимок, роковой час. Когда область захвата мигает красным во время атаки призрака, можно сделать Fatal Frame. Заснять именно во время атаки. Помимо отталкивания, роковые снимки активируют роковой час, когда вы можете сделать несколько фотографий подряд, не расходуя пленку. Роковые снимки очень полезны, если призрак подобрался близко для ошеломления. Так. А подряд не получилось. Радиус атаки, сила атаки. Камера оказывает на призраков эффект лишь в определенном радиусе, который слишком далеко не получит урона. Чем больше цель, тем больше урона нанесет камера. Подберитесь как можно ближе к призракам, чтобы делать более мощные снимки. Совсем пока въехал. Слишком много теории сразу.ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。私は一人だ。
先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。Узнав от Хисоки о теневом чтении, Юри с помощью этой способности нашла на горе Хиками альбом с посмертными фотографиями. Этот альбом просил найти некий Ходзё Рен. Проснувшись от дурного сна, Рен понимает, что его мучает неизвестность. Это действительно лишь сон? Или, может, подавленные детские воспоминания? Эти вопросы мучают его уже долгое время. Так, тут ранг есть по результатам главы, точнее капли, нормальная сложность, очки за предметы, есть целебные травы, куплено, подтвердить. Выкинула меня в менюшку между эпизодами. Пролог пройден, сбежать. Первая капля — найти посмертные фотографии. Вторая — найти Химина Фуюхи. Сверху 8% прогресса, что ли? Призраки 1%, архив 0, очки 15 тысяч. Так, теперь... есть костюмы. Они меня не сильно интересуют, правда, но обычный наряд. Это из второй части девочка. Это из третьей панка. Да ну нафиг, очки тратить на костюмы — это не моя тема. Хёдзерен. Жениха. Шапка, камера обскура. Да ну бред. Хиносаки Миу. Верну на обычный, чтобы у всех был обычный. Выбор сложности. Можно опустить на легкую, можно вообще на очень легкую. А харда нет. Пока что. Потом предметы. 10 травяных таблеток восстанавливают немного здоровья. Можно покупать. Минус очки. Освещенная вода полностью восстанавливает. Очищающие угли — это что? Пламя, которое высушит вас и избавит от скверны. 5000 за лампу. Какая-то новая механика. Зеркальный камень. Воскресит в случае смерти. 10 тысяч. Да ладно, нельзя же было больше одного. А теперь можно. Пленка 42-я. Можно купить помощнее. 90-й даже можно купить. А в предыдущей, в 4-й, нельзя было покупать 90-ю. И это называется нормальная сложность. Духовная линза. Можно купить лишь раз. Позволяет пережить сверхъестественные явления. Это как понимать? Я пока ни на что не буду тратить. Вторая капля. Гора Хиками, Кадзуката Юри. Прошло несколько дней с тех пор, как в заброшенной гостинице Юри узнала о теневом чтении. После этого Хисока куда-то ушла и до сих пор не вернулась. Юри переживает за нее, но не знает, с чего и как начать поиски.
Пока она сидит в ожидании, в антикварную лавку заходит девушка по имени Фуюхи. Она утверждает, что попросила Хисоку помочь найти пропавшего человека.黒沢ひそかさんはいらっしゃいますか？あ、すみません。今留守にしています。依頼をした日比野です。人探しだから受けるかどうかということでしたけど、いつになるのかと思って。人探し？山に行ったかもしれないんです。氷上山。氷上山。山の近くで遥を見た人がいて、自殺の名所ですよね。遥がそんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。すみません。黒沢が戻り次第。いえ、遅くなるなら結構です。自分で確かめます。Дело о пропаже человека. Хисока ушла несколько дней назад и до сих пор не вернулась. Наверное, именно этим делом она сейчас и занимается. Комната Хисоки наверху. Может, там я смогу найти какие-нибудь зацепки о ее местонахождении. Пометили мне место на карте. Новая цель — осмотреть комнату Хисоки. А можно просто осмотреться. Все еще нервничаю, стоя за стойкой одна. Никогда у меня не получалось обслуживать клиентов. Я лишь недавно научилась варить кофе и еще ни разу не принимала клиента. Видимо, сюда. Ой, часов сколько? Антикварная лавка, в общем. В шкафу разные чашки, которыми мы больше не пользуемся. Часы с большим колоколом. Дорога перед магазином ведет к горе Хиками. Она была проложена для туристов, но сейчас ей пользуются лишь местные. Большой старинный диван. Он здесь с того дня, как я пришла в лавку. Не думаю, что его удастся продать, но Хисоку это не волнует. Дверь на улицу. На старом комоде стоят старинные часы. Хисоке нравятся часы. Они в лавке повсюду. Она говорила, что часы ее успокаивают. Под полкой с кофейными чашками различные банки и коробки. Маятник старых часов медленно покачивается. Часы, может, и сломаны, но все еще служат отличным украшением. Хисока говорила, что ей нравится ритмичный звук маятника и звон, отбивающий каждый час. В ряд выставлено несколько хорошо начищенных чашек.
После того, как я разбила несколько ценных предметов, чистить их стала Хисока. Зачем нужна такая помощница? Вон блестяшка. И вот вторая. Это дверь. Лестница. Ну, сюда я попозже. Сначала взглянуть. Через матовое стекло едва виднеется стена соседнего дома. Книга о горе Хиками. В ней говорится о традициях горы. Популярное место для совершения самоубийств. Еще книга о горе. Речь идет о слухах, связанных с горой, как местом духовной активности. Жрицы темных вод. Я выйду, потому что не проверил другой конец коридора. Вообще такие места, где люди кончают с собой жизнью, в Японии имеют некоторую популярность. Склонна нация к этому делу. Еще ступеньки. Ну-ка, карту тогда открою. Смена этажа. А можно в 2 местах попасть на второй, оказывается. Двор засажен бамбуком и небольшими деревцами. В старом колодце чистая вода с горы, но мы им не пользуемся. А еще есть первый, не до конца обследован. Задняя дверь заперта, как и всегда. Эта дверь ведет в ванную комнату. Хисоке нравятся большие ванны, но для меня она слишком велика, чтобы в ней можно было как следует расслабиться. Хисока отдала мне эту комнату, когда я переехала к ней. Это было так давно, но я до сих пор не распаковала вещи. Большая куча картонных коробок. Я так и не разобрала их после переезда. На комоде несколько корзинок и подставок для папок. Хисока принесла их для меня, но я не знаю, что с ними делать. Неумеха. Хисока не любит, когда я оставляю кровать в таком состоянии. Позже нужно обязательно ее заправить. Про стол скажешь? Хисока поставила этот стол для меня. Раньше здесь была ее комната,
Но она позволила мне въехать сюда. Видимо, это нужная мне комната. В нее я в последнюю очередь пойду. На низком комоде стоит небольшая хоста. Хоста. Что за слово? Дивное. Удерживать, открыть. Ничего интересного. А как таинственно открывал это, будто что-то интересное. Взглянуть. На вешалке висит красивое кимоно. А фотоаппарата у тебя нет с собой. Ну ладно. Это магаз. Комната Хисоки. Ей очень нравится традиционный японский стиль. О, хороша. Какая. Старое большое зеркало в японском стиле. Мне никогда не нравилось смотреть в зеркала. Ничего. Папка с надписью «Пропавшие предметы». Перевязана нитью. Кажется, это записи о делах Хисоки по теневому чтению. А вот тот самый клиент. И книга «Искусство теневого чтения». На низком комоде стоят поднос для табака и коробочка с принадлежностями. Поднос также используется для украшения. За столом втиснута кровать. Раньше здесь был кабинет, а кровать стояла в другой комнате. Хисока переставила кровать сюда, чтобы я смогла занять ее комнату. Хисока говорит, что предпочитает уютные помещения. Надеюсь, она делает это не только ради меня. На столе лежит открытый конверт. Письмо от Фуёхи. Должно быть, это просьба Фуёхи найти ее пропавшую подругу. Возможно, она сможет подсказать мне, куда ушли Хисока и Фуёхи.
Фотография. Две школьницы. Застенчивая Фуюхи вместе с другой девушкой. Похоже, они довольно близки. ひそかさん、この人を探して氷上山に。氷上山、自殺の名所だという。日比野さんはきっとこの山にいる。Гора Хиками. Фуюхи сейчас где-то здесь. Наверное, я смогу увидеть тень, если использую ее фотографию. Записи обновлены. Я еще не заглядывал ни разу в ваши записи. Может, самое время заглянуть? Обычно я всегда пробую пойти назад, идти дальше. Нужно найти Фуюхи. Она может знать, что случилось с Хисокой. Итак, есть карта, которую нельзя увеличивать. Предметы записи. Не буду прощелкивать или прощелкнуть разок. Таблетки нет, использовать не хочу. А как сделать так, чтобы они не новые были? Использовать раз. Очень странно. 14 тип пленки. Ключ с красным брелком. Ага, вот, теперь они не новые. Переключение. Символы. Посмертная фотография. Женщина выглядит так, словно спит. Школьницы улыбаются, но выглядят несколько одиноко. Шкаф. Коллекция. А вот здесь прощелкивать. Найденные доки. Фотоальбом. В нем люди выглядят красивыми, но какими-то одинокими. Камера. Видео. Начало. Главная героиня тоже выходит склонна к суициду. Что-то такое было в роликах. Стоя на краю, в лучах закатного солнца размышляет о том, чтобы сделать шаг вперед. Сон от церемонии. Он мальчик на какой-то церемонии. Ночь, он бьет ножом девочку. Это было на самом деле. Заметки. Это по управлению. Их даже прощелкивать не хочется. Только время тратить. Фотографии. Призраки. Мужчина в воде. Потом есть спектры. Руки, выглядывающие, повешенные, смотрящие. Тени. Попроще, нежели в 4. Хотя здесь еще камеры нету. Должна появиться, наверное. У вас нет камеры. Пытался нажать на кнопочку. Фуюхи здесь не было. Тень должна привести меня к ней. Да я понимаю, что идти по следу, но хочется ж побегать. Но не пускают.
бассейну очищения. Загрузка. Прыгнула. Нет, свернула. Но я хочу посмотреть. Дорога обвалилась, и каменные ступеньки обрываются. Должно быть из-за оползня. Похоже, старая дорога ведет вдоль обрыва. Вода со скал стекается здесь, образуя небольшой пруд. На земле что-то есть. Карта. Ах ты. Рука. Иногда, когда вы пытаетесь поднять предмет, будет появляться призрачная рука. Вовремя отпустить РТ, чтобы уклониться. Такая механика в 4-й части впервые появилась и вот перекочевала в 5-ю. Использовать стики, чтобы вырваться. Буклет для туристов. Может, его обронила Фуюхи. Ну да, карта. Пригодится. Итак, это дорога от пруда очищения к забвенному лесу. Понятно. В главном меню открыть карту, нажать Y, чтобы посмотреть на карту целиком. Сейчас попробуем. Так, я... Где? Здесь? Антиквариат? Нет, это бассейн очищения. Пруд. Горячие источники, гостиница. Станция Микамори. Туннель Хиками. Забвенный лес. Святилище кукол. Еще раз лес. Горная тропа. Эфемерное святилище. Эфемерная станция. Запретная долина. Сумеречный пик. Лесная станция. Ну, более-менее ясно. А что можно подтвердить? Можно куда-то телепортироваться? Или карту посмотреть? Не бегу пока. Еще набегаюсь, чувствую. Пока просто любуюсь. Водопад очень красив. Наверное, множество людей приходило полюбоваться им еще во времена, когда гора была туристическим центром. В углублении установлен старый каменный монумент. Он подкрыт мхом, так что сложно сказать, есть ли какая-то надпись на нем. Наверное, это мемориал в память о тех, кто погиб в результате оползня. Под водопадом что-то есть. Очищающий уголь. Уголь, разжигающий запретное пламя.
Высушивает и избавляет от скверны темных вод. Шкала сырости в нижнем правом углу подсветится при контакте с водой. Намокнув, вы станете желанной целью для злых духов. Чтобы высушиться, используйте уголь. Ясно. Надо использовать, получается. И не намокать. Что это было? Травка. 2 штучки. Изготовлена из множества трав, восстанавливает немного здоровья. Туда. Значит, сначала сюда. А, тут нет ничего, собственно. Дорога погребена под землей и камнями. Повсюду торчат деревья и трава. Похоже, это произошло очень давно. Нет, так не хочу. Слишком быстро. А сохранять только автосейф или есть мануальная? Ой, что это было? Еще уголь. В этой игре, чувствую, это будет важный ресурс. Все же в подзаголовке игры присутствует вода. Если намочить ноги, то тоже, что ли? В воде что-то есть. Думаю, там камера. Но призрак пошел по суше. Так и есть. Камера. Кисоки. Что она здесь делает? 14-я пленка. Не очень эффективно и долго заряжается. Оглушающая линза. Ошеломляет объект съемки. Вставьте их в камеру, нажмите RB, накопив достаточно духовной энергии. Модификация переключатель. Позволяет использовать разные линзы. Теперь вы можете использовать камеру. Выбрать пленку. 7-я. Бесконечная. Выбрать линзы. Так, кто-то прется, что ли? Да я не готов еще пока. Еще и несколько. А, заряжается.
Помер? Должно быть, камеру вынесло сюда течением. Это значит, что Хисока где-то на горе. Но сначала нужно найти Фуюхи. Она не могла уйти далеко. Бассейн огражден старой Сименавой. В воде расположены ступеньки, ведущие к водопаду. Это было местом очищения. Слово «семенава» для меня не ново. Впервые я о нем услышал в 4-й части. Канат вот этот висящий. Так, кстати, менюшка. Теперь ведь камера появилась здесь. Камера. Пленка. 14. Линза. Оглушающая. Только она и используется. Модификация. Используется. Право. Улучшение. 19 тысяч очков имеется. Радиус 70. Перезарядка 50. Первый уровень. Мощность 80. Поглощение 40. Жирновато. 15 тысяч. Прокачивать оглушение. Только эти же самые очки используются или разного типа? В 4-й части были разные типы. Здесь, скорее всего, один. Ой, надо было сфоткать и очки получить. Кто-то прыгнул. Не вижу, что внизу. Никто бы не выжил после падения с такой высоты. Да блин. Отсюда видно все, что находится под водопадом. Там есть дорога к святилищу, обвалившаяся из-за оползней тропа, что ведет сюда. А сзади призрак вот стоит, он актуален сейчас. Поток воды исчезает во тьме. Сделали бы какую-нибудь промежуточную скорость. А то так медленно, там быстро. Между скалами вижу каменные фонари у бассейна. Место заброшено. Путь преграждает высокий забор. За ним простирается лес, обходного пути не видать. Такой уродливый рисунок сетки. Текстура плохенькая. Тропа разделяется. Растения здесь немного отличаются от тех, что растут у бассейна. Наверное, я совсем рядом с забвенным лесом.
Еще 14. Вот так. Химина Фуюхи ходит в лес. А то можно подумать, что ролик начался и расслабиться, а можно и зафоткать. Порванная записка. К забвенному лесу идти дальше. Забвенный лес. Как-то противоестественно этот бег выглядит в контексте игры. Все же должны быть героини медлительными. И страшнее так гораздо. В святилище на другом берегу реки кто-то был. Ай, прется, прется. Живой. Точнее, ну понятно, что мертвый, но... И не знаю по какой причине, но мне совершенно не страшно. То ли дело в темпе, то ли в открытости локаций, то ли в том, что призраки больше на зомби похожи теперь. Но что-то в этой игре не работает так, как работало для частей с первую. Я бы сказал, даже по 4. Выбивается совершенно из ритма эта игра. Нравится мне пока что меньше всего. Посмотрим, что будет дальше. Ну и как здесь быть? Можно за призраком, а можно черти куда, наверное, убежать. Вон сколько тропинок. У основания дерева стоит небольшая статуя Дидзо. И здесь закуток. Ну, стрелочка белая, что означает, что предметы лежат. Вокруг отверстия для воздуха расставлены небольшие статуи Дидзо. Наверное, это место имело какое-то значение. Также про эту руку не забывать. Ну, сейчас посмотрю, в каком объеме здесь развилочки, чтобы решить для себя, стоит ли, не проще ли купить все это в менюшке за баллы.
Сплошные блестяшки. Пленка, пленка. Палатка. Записка, наверное. Ой, путаю кнопочки. Выпали из спального мешка. Приехавшие умереть откровения оставляют. Предсмертные записочки. Будто б тело. Кто-то установил небольшую потрепанную палатку, внутри спальный мешок. Блин, как не в тему этот бег. Ну, можно ж какой-то компромисс было сделать. Шестьдесят первый. И опять можно убежать в какую-то кишку. Ну, пока просто ресурсы нахожу, хотя не была одна записка. Тут тропка. Тут развилка. Слишком много всего. Я понимаю, что нужно идти по сюжетке. Но мне хочется смотреть, насколько можно далеко отклониться от маршрута и что мне за это. Пока ничего интересного. Усадьба какая-то. Мост. Не хочу пока. Или я здесь уже бегал? Это та же самая? И туда пошел. Зато не бегал я вот тут. 100%. Лезть. А здесь я бывал. И пролазил, соответственно. Понятно. В общем, это вход в этот лес, можно сказать. Бегает-то вон как резво. А двери открывает и ползет, как черепаха. Вон там блестяшка тоже. Меня к ней призрак ведет. Фуюхи смотрит на дерево. Здесь след обрывается. Записка ее авторства.
На каких таких своих чувствах? Прежде чем мы покончим совсем вместе. Возможно, она давно знает. Можно воспользоваться этой запиской, чтобы вновь увидеть. А почему мне не зачли? Я ж так красиво. Такой ветеран Fatal Frame. Подохли все. Слабаки. По мосту. А здесь я бывал, кажется. Всплывшая жрица. Фуюхи перед святилищем. А можно ли... Вдоль берега есть тропинка. Думаю, по ней можно спуститься к воде. Всего-то травки. А еще как бы отличие серии в плане того, что меньше невидимых стен. Неужели даже можно в речку зайти? Не до конца, но можно. Там блестяшка, тут блестяшка. Лезут. Ай-яй-яй-яй. Ну вообще нет чувства страха. Ну как так-то? И я такой всесильный. И дохнуть легко.
фишка, да, новая есть с этим вращением. Что-то я отклонился от маршрута опять. Ползти. Куда ползти? Что-то я заплутал, вот честно. За блестяшками. Да ну, ресурсы, ресурсы. Записка. Самоубийцы. И опять я черти куда убежал. Эта белая стрелка что означает? Что предмет где-то. Очередная вода. Святая. Еще ловко встать надо, чтобы... Да я уже их миллион накопил. Ну как так-то? Во что превратили серию? Не за это я любил Fatal Frame. Не за беготню по лесу уж точно. Вокруг святилища выставлено множество кукол. Возможно, они использовались для каких-то церемоний. Выглядят так, словно простояли здесь довольно долго, подвергаясь воздействию стихии. Химина Фуюхи смотрит на дверь. Заперто. Не похоже, чтобы она заходила. Что-то появилось, что ли? Бумажка. Но нет. Опять астральное тело говорит: иди за мной. Девочка, наблюдающая сзади.
Ну вот, например, если уйти с трассы, так выражаюсь. 日比野さん。 А, вон она. Скотина. Пусти. А в 4-й части рука, если не увернуться, она забирала предмет. А здесь что, не забирает, выходит?はるかはこの山にいるんです。見たんですか？でもいるんです。早く探さないと。どうしてかな。私たちだけ生き残っちゃった。みんなで死のうねって約束したのに。この続きいつにしようか。はるかさんは私が探します。一緒に帰りましょう。Вывести ее из леса. А в каком месте? Я же ее нашел на берегу прудика. А, да, вот прудик. まさか По карте будем идти или как? Прочесывать лес или просто бежать к выходу? Она умеет вообще бегать-то? Да, проблемы у нее, по-моему, с интеллектом большие. Иди за мной. Только я сам не знаю, куда идти. Карту потом открою, пока так, вслепую. Попробую побегать. Что за... Тварь какая быстрая. Ай, падает.
И где она? Все? Того? А, это точно не сюда. Тут ползти. Ладно, карта, фиг с тобой, открою тебя. А направо я вообще не заходил. Может зайти. Она со мной плетется, конечно, но медленно. Ну где она? Ну что такое-то? Призраки вокруг, а она тут разгуливает. こっち。私にはわかる。 Где? Где что-то? Все норм, у меня камера есть. Как ее простимулировать? Опять туда. Нужно найти Фуюхи, а я что делаю? Я сражаюсь, зачем ты меня отвлекаешь? Подсказка. Видимо, я из какой-то зоны выхожу. Постоянно вылезает. Она туда пошла. Опять. Химино-сан、はるかはここにいるんです。 Ну давай проверим. Не дает открывать. Пишет, выведите из лесу. 5 будет. Еле-еле. Ой, геморрой с тобой. Ну что она делает? Ну как это называется? Ох, намучаюсь я. Что-то есть. А будто я не вижу.
Это про то, как мне камера досталась. Что стало с ее владелицей. Это же амулет Хисоки. Должно быть, его тоже вынесло сюда течением, уклонением. Нужно найти Фуюхи. О нет, только не это. А теперь мне призрак не подскажет. А, я постоянно, что ли, нужно под дождем использовать эти угольки? И вот какой сейчас угол показали? Вот этот или вот тот? Ай, блин. Да беги насквозь, почему ты не бежишь? А, уклониться меня учат уклоняться. Поставили невидимую стену. Хватило. Прикоснувшись к ослабленному призраку, вы спровоцируете роковой взгляд и сможете увидеть его воспоминания. Прикоснуться.
もう山から出ることはできない。ここで溶けるのです。Обучение скверно. Атаки призраков могут осквернить вас темной водой. Если это произойдет, ваше здоровье будет постепенно уменьшаться. Использовать угли или одолеть всех, чтобы избавиться. А я могу ее победить? Она же вроде как босс. Это жрица. Это она привела сюда Фуюхи. Она заставила ее. Не могу здесь оставаться, слишком опасно. Пока что лучше вернуться. Куда? В антикварную лавку? А как ты оказалась вот так прямо здесь? Ладно, не хочу выяснять, каким образом. Просто побегу. В деревню свою или в городок. Во время поисков своей подруги Химина Фуюхи покончила с собой. Увидев последние минуты жизни Фуюхи, Юрий понимает, что она была не одна. Что это за женщина, которая убила себя таким же способом? А еще и эта жрица, мокрая от дождя. Юрию удалось найти камеру обскуру Хисоки, а также ее любимый амулет. Пока что ей придется вернуться в лавку одной.
А. Ранг. Нормально. Ничего покупать не планирую. Почти ничего и не потратил. Я же находил 61-ю пленку. Стопудовую. Я ее не заряжал. Значит, что, отнимают? К началу следующей главы, точнее, капли. Начать. 3-я капля. Посмертная фотография. Хёдзи Рен. Писателя Хёдзи Рена каждую ночь мучает сон, в котором во время ритуала он убивает девочку. Он получает найденный Хисокой альбом с посмертными фотографиями. Рассматривая один из снимков, Рен узнает место из своего сна. Желая раскрыть эту загадочную тайну, Рен берет с собой помощницу Кагамию Руи, и вместе они отправляются в заброшенную гостиницу. Опять гостиница.綺麗だけど、なんだか悲しそうな人ですね。ああ、こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか？ああ。他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか？その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか？場所は聞いてある。なら遮影機を持っていきますか？まだ使ったことはありませんけど、試してみるチャンスかもしれません。あそこは良くない場所だと聞いていますから。ああ。Моя камера обскура лежит на столе. Хисока вернула ее после оценки по моей просьбе. Еще нужно не забыть отчет о теневом чтении, он может пригодиться. Руи вечно жалуется, что я оставляю все на диване. Взять отчет и камеру. Множество книг. На столе лежит старинная камера. Получили. Модификация измеритель. Показывает текущее здоровье цели, на которой сфокусировались. Незаконченная рукопись. Без названия. Нужно больше материалов, чтобы определить тему. Это ответ на просьбу об оценке камеры обскуры. В нем говорится, что я должен использовать камеру с осторожностью.
Я оставил отчет о теневом чтении на диване. Нужно взять его с собой на всякий случай. Там может быть какая-нибудь полезная информация. Никогда не знаешь, когда она может пригодиться. Похоже, это отчет, написанный Юри. В нем говорится о фотоальбоме. Ой, оно само движется. Куда я положил ту книгу о горе Хиками? Руя опять прибиралась в комнате, тогда она должна быть на одной из полок. А что-то мне отметили на карте. То ли магазин антиквариата. Наткнулся на эту книгу, когда изучал гору Хиками. Не думаю, что эта история имеет какое-то отношение к тому, что происходит сейчас. Но кто знает, убийца жриц. Зачем? Жуткая история. Перерезал себе горло. Может, и имеет отношение к нынешним событиям. Похоже, это отрывок из дневника Руи. Наверное, он оказался здесь во время уборки. Неловко это читать. А,行くか。 Торопит. На себя посмотреть. И, в принципе, поподходить к полкам, чтобы какой-нибудь коммент словить. Но я не вижу, чтобы иконка появлялась.氷上山には夕暮れ時に入ってはならないという噂があるんです。大間が時に山に入ると山は別の姿、本当の姿を見せる。入るのは自殺しようとする人だけですよ。アルバムが見つかったのはあの旅館のようですね。先生、その遮影機本当に使えるんですか？一度試しておいた方がいいと思います。ああ。 Еще одно обучение. Тут какая-то особая камера, что ли? Позволяет делать сразу несколько фотографий. Использовать R1, сделать сразу 4 снимка. Нанести больше урона. Также с ее помощью проще сделать роковой снимок. Однако после нескольких снимков подряд пленка будет перезаряжаться дольше обычного. Имейте в виду, что эта функция использует много пленки за раз. А линзы обычной камеры обскуры не работают с камерой Рена. Ну, попробуем. Было 42, стало 38.
Можете снимать сколько захотите. Зачем мне пленку тратить? Надо было вообще на этой попробовать. 綺麗に撮れました？モデル通りだな。どっちなんです？さあな。 И это типа девушка на парня похожа больше. この旅館の旧館、奥にある古い建物は以前は山を祀るお寺か神社の一部だったと言われています。旅館になった後、経営者の一家が住んでいたようですが、氷上山全域で大きな地滑りがあり、土砂崩れで埋まってしまったそうです。先生が依頼したアルバムが見つかったのは旧館の建物みたいですね。ああ、そうらしい。 Все, наговорились. Дайте мне поисследовать. Тоже бегает быстро. Хисока осматривала гостиницу, нужно идти туда. Гостиница налево. Попробую пойти направо. Тоже скажет, что не надо. Ну, соответственно, туда тоже по ступенькам не будет пролезать. Старая трехэтажная гостиница стоит безмолвно с горы через здание. Сошел оползень, сбросив все, что собрал на своем пути, в пруд. Другой коммент на один и тот же пейзаж. Надо, кстати, в менюшке покопаться. Вот, например. Ну, карту вряд ли смотреть. Я примерно помню, куда идти по прошлому разу. Предметы, записи. Это что, заметки? Видео. Коллекция. Фотография невесты. Невеста в белом кимоно выглядит одинокой. Предметы. Сколько у меня аптечек? 15. Очумели? Откуда? 5 святой воды, 3 угля, 1 камень. Камера Рена. 126 очков опыта. Это что, суммируются со всех персонажей, а прокачиваются как? Тоже все одновременно или каждый свою качает? Немного неясно. Пленка тип 14. Модификации. Уклонение. Разные линзы. Несовместимо с моей. Здоровье цели, на которой фокусируюсь. Может качнуть. Мощность. Потом посмотрим, на всех это распространится или нет. И пока ничего другого не надо. Призраки. 7% тени. 7 спектры, 16 призраки. Камера на что-то реагирует. Удерживать, чтобы найти след. Может снимать невидимое. Интересно, это то же самое, что и теневое чтение Хисоки?
Да я и без силуэтов этих нашел бы, куда направляться. Утонувшая женщина. Это я читал. Довольно глубоко, лучше ближе не подходить. Да, я обратил внимание, что это было. Люк шахты резко закрылся, наверное, из-за ветра. А может, не из-за ветра. Мужчина в тенях. У меня и так 15 с какого-то фига. Будет 17. Руки шевелятся в темноте. Тут лестница есть, ведущая туда, где я не был, потому что не обратил внимания. 先生、密かさんに聞いた場所はそっちじゃありませんが。 А, ты меня отдергиваешь, не ходи туда. Заколочено. Блин, скотина, я же... Вроде отпустил R2, и все равно хватило. А, тебя бить надо. Живой еще, что ли? Ну, наконец-то. Главное, ничуть не удивляется, что призрака побил, будто само собой разумеющийся.
И тоже медленно открывает двери. Ну что, незачем было идти в эту комнатку. Тем же самым путем. Хисокаさんがアルバムを見つけたのはこの部屋でしょうか。ああ、そう聞いている。 Так и есть. Окутанный тьмой мужчина. Камера на что-то реагирует. Возможно, удастся что-нибудь увидеть через видеоискатель. Смятая записка. На нее реагировала камера. Наверное, она принадлежала тому, кто здесь жил. Грязная записка 1. На крыше, на смотровой площадке с собой решил покончить. Как это резко повернуться? Теперь, небось, разрешит мне подняться выше по лестнице. РТ. А, этих бить, небось, надо. Может попробовать 4 сразу. Ай, заряжается долго. Через дыру в полу вижу воду на первом этаже. Не пройти. それ以来、3階のベランダを見上げると、誰かが見下ろしているという噂が。すみません。Через это толстое матовое окно совсем ничего не видно. Возможно, из-за оползня земля поднялась даже до этого этажа.
Зачем столько лечилок? Очень хотелось бы знать. Все стены обрушились, и теперь комнаты для гостей соединены вместе. Виден бледно-голубой свет, похоже, это свет луны. Перебрался. Но вот это уже больше в стиле серии, нежели побегушки в лесу. Не умею я от этой руки уклоняться. В 4-й части хорошо получалось. Но там и не РТ отвечал за действия. Может, приноровлюсь позже. А то вроде отпускаешь триггера, все равно тебя хватают. Видимо, сюда надо зайти, в эту дверь, но сначала... Заперто. Камера реагирует. Что-то есть. Открытая шахта. Должно быть, эта фотография показывает мне место, где лежит ключ. А можно бегом? Повешенный в дыре мужчина. Грязный блокнот. Принадлежал хозяину. Вот сюда. Не могу открыть. Блин, опять какая-то сила. Синхроснимок. Идентичной духовной фотографии. И в чем отличие? Сделать снимок, который совпадает с тем, что у вас уже есть. Чего? Ничего не понял. А тут вообще не наводится. Но подсказка, будто бы что-то надо...
А под углом наводится. Теперь люк шахты открыт. Среди труб что-то лежит. Хитро. Вот сейчас точно хватит. Ключ с желтым брелком. Ну не надо мне показывать от чего. Ну не дебил же я совсем. Ой, плохо получилось. А могут моего дружбана, точнее, помощницу зажрать? А то ее кусают, и она даже не жалуется. Видимо, это был хозяин. Оставил после себя что-то. Записка 3. Конечно, он самый. Возможно, наверху что-нибудь найду. 大丈夫か？はい。今のは。Открыли. Еще одна красавица. Женщина, которая была повешена. Зачем вот эти подсказки? Может, их как-то убрать можно? Зеркальный камень. Защитит, если закончится здоровье. Уже второй у меня будет. И что ж за бессмертие такое? Не поддается. Что-то блокирует изнутри. Но игра любезно подсказывает, что на другой стороне есть еще одна дверь. Где хардкор, блин?
Завороженный закатом мужчина. И прыгнул. Предсмертная записка. Я думал, заперто будет. Мужчина на что-то уставился. А если дальше побежать? Значит, туда, где мужчина на что-то пялится. В комнате все обуглилось. Тот мужчина должен был что-то оставить. Если так, то оно где-то спрятано. 旅館の主人はここに移り住んで Проверить с помощью камеры. Так, а что? Бежать к нему? К ней? Спасти? どうした？何かいるのか？ Женщина из мира мертвых.
覚えてないのか？とにかく帰ろう。もう山から出ることはできない。ここで解けるのです。Как тебе такое?う。帰るぞ。Женщина в одеждах жрицы. Она как-то связана с найденной мной запиской. Обгоревшая записка. Ватарай Кейдзи — фольклорист, живший на горе Хиками. Наверное, у Хисоки есть какие-нибудь книги о нем. Лучше вернуться домой. Руи нужно отдохнуть. Фотоальбом, оставленный хозяином гостиницы, был собран фольклористом, который жил на горе Хиками. Пока Рен и Руи исследовали здание и шли за духом его владельца, призрак пытался заставить Руи покончить с собой. Затем под проливным дождем появилась зловещая жрица. Рен и Руи вернулись с горы с еще большим количеством вопросов. Интерлюдия. Теневое чтение. Кадзуката Юри. Хисока все еще не вернулась, и Юри вспоминает, что она увидела на горе. Фуюхи, покончившая с собой, будучи одержимой злобным духом, и тела мертвых жриц, которые прибило к берегу в бассейне очищения. После всего этого Юри убеждается, что гора Хиками хранит какую-то страшную тайну. Юри берет найденную на горе Хиками камеру обскура и начинает искать символ, который приведет ее к Хисоке. А интерлюдия это как? Взять камеру со стола. Это единственный снимок, на котором хоть что-то видно.
Темный силуэт стоит, кажется, прямо на воде. Остальные фотографии испорчены, они все черные, словно их засветили. От этого мало толку. Возможно, в комнате Хисоки смогу найти больше подсказок. Осмотреть. Так, кажется, я понял, что такое интерлюдия. Это подобно тому, как в третьей части были дни, а не ночи. Когда по дому разгуливаешь, и тебя иногда пугают. Но по-серьезному драться не приходится. Капельки красивые. Да ладно. Куросава Хисока выходит из комнаты. Хисока. Ей нравилось расслабляться, сидя за столом. Японский стиль помогал снять напряжение. Японский стиль. Ящик заперт. Камера реагирует. Какая-то кровать. Кладовка на первом. Девушка в школьной форме. Что это было? В той комнате что-то есть? А что это за комната? Я уже запамятовал. Старая папка. Наруми Акари. Отчет о теневом чтении, но большая его часть стерта, что затрудняет чтение. Объект погиб, ничего не смогла. Девушка в школьной форме. Фотография измята, лица не разобрать. Сюда вроде. А может, нет. Под кроватью что-то есть. Небольшой ключ. Может, он откроет ящик в столе Хисоки. И сейчас мне покажут, где стол. Пыльные старые бумаги. Хиносаки Мику. Большими красными буквами написано «Дело закрыто». Это героиня первой части. Мать одного ребенка. Отец неизвестен. А она в третьей разве не умерла? На кровати там. Теплый, но одинокий взгляд
Выглядит так, словно вот-вот исчезнет. Еще страницы. Цумуги Катасина. Выглядит грустной. Она все еще считается пропавшей, но ее семья отказалась от поисков. Кадзуката Юрия. Это за кого я играл только что. В первой главе. Капля, точнее. Фотография со школьного выпускного. Что за взгляд? Интересно, как сильно я изменилась с тех пор. Мне по-прежнему трудно смотреть в зеркала. А, это она про себя, что ли? Тьфу ты. Героев много, вот и... Особенно, когда проходишь одну часть за другой, и постоянно в каждой главе меняются герои. В этих японских девушках запутываешься. По тонкому стеклу тарабанит дождь. Использовали. Папка, фотографии, несколько листов. Мамасе Харука. Групповое самоубийство. По сравнению с совместной фотографией с Фуюхи, здесь у нее более мрачное выражение лица. Минасаки Миу. Похоже, она тоже пропала на горе. Фотография стройной и изящной девушки. Значит, это и есть Хинасаки Миу. Звонок от клиента. Кассета с автоответчика. Указаны дата и имя. Сакаки Хадзуя. Папка с информацией о пропавшем человеке. Слышала, как Хисока упоминала его имя. Что-то много информации. Это друг Рена, но я никогда с ним не встречалась. Дневник Хисоки 1. Заметки, касающиеся клиентов. Это список дел о пропавших людях, над которыми работала Хисока. Мамасе Харука. Эту девушку искала Фуюхи. Я смогу разыскать ее, если воспользуюсь фотографией в качестве символа. Отправляться на гору. Нет, чтоб дождаться утра. Выспаться. Куросава Хисока выходит наружу. Хисока, на этот раз я спасу тебя.
С помощью камеры обскура Юри нашла несколько дел о пропавших на горе Хиками людях. Теперь она как никогда полна решимости вернуться на гору и найти Хисоку. И 4-я капля. Ничего не покупаю. Зеркальный камень номер 2, он что, остался у того чела? Почему-то таблеток 20, вода 5. Как это понимать? 61 есть. Даже 90 есть. Начать. Унесенная призраками. Кадзуката Юри. Найдя в столе Хисоки папки с делами о пропавших людях, Юри понимает, что ее подруга искала некую Мамасе Харуку. Она вспоминает слова Фуюхи, когда они проходили мимо святилища кукол. Харука, она здесь. Приняв это во внимание, Юри отправляется в святилище кукол, надеясь, что если найдет Харуку, то сможет узнать и о местонахождении Хисоки. Фуюхи искала эту девочку. Должно быть, Хисока отправилась именно за ней. Следовать за тенью. Открою менюшку, посмотрю, что у меня с улучшениями. Нифига, не каждый свое, походу, улучшают. Здесь мощность не увеличена, но очки то ли общие, то ли как они распределяются. Вылазит. Мамасе Харука за водопадом. Намокшая записка, написана мелким женским почерком. Все прыгает себе. Я же отдернул. Она слишком в последний момент появляется.
Угольки. Тоскующая жрица. Записка 2. Хватит, хватит. Ах ты. Подловили меня. А у меня бесконечное количество практически всевозможных лечилок. Поэтому плевать я хотел. Мамасе Харука вглядывается в реку. Ползет кто-то, нет? Ну, не знаю, насколько имеет смысл оббегать весь лес опять. Пока не сильно надоело. Можно побегать, конечно. То есть прекрасно понятно, куда надо. А это что?
れが首吊りの木かな。多分首吊りの木です。ここで何Что я только что увидел? Надвигающийся мужчина. Показали какую-то мне документалку в стиле «Ведьма из Блэр». Тут палатка, что ли? Нет. Мужчина в агонии. Да уж. Fatal Frame на спидах какой-то. Гуляющая жрица. Чуть не прочитал гулящая. И вот теряешься. Откуда пришел? Куда бежал?
Так, нет. Что-то блестит, но за деревом. И тут развилки, и там развилки, да блин. Ё-моё. Убитая жрица. Мужчина вырезает глаза. Третья записка. Шестьдесят первая. Я не знаю, надо уволить человека из разработчиков, который отвечал за распределение ресурсов в игре. Зачем такое изобилие? Смысл? Вот. По-моему, все собрал. Ну или почти все. Стоило ли оно того? Нет, не стоило. Еще и заблудился.
как она так ловко. Ну, какую из сторон? Вон усадьба вижу. Ну, я на месте. Мамасе Харука идет во двор. Зачем столько мне аптечек? Решительно неясно. Входит в святилище. Она где-то в этом святилище. Живая? И кто это? Или это куклы такие? Мне, конечно, нафиг это не надо, но беру, коль дают. А здесь тоже открывается. Тут сила удерживает, значит, здесь не удерживает. На лестнице лежит кукла. Тогда я хочу проверить вариант со ступеньками и водой. А, ты не можешь куклу переступить. Оригинально. Харука смотрит на кукол. Это была Харука. Под стойкой что-то есть. Похоже, Харука пришла сюда. 4-я записка. Уничтожающие линзы наносят повышенный урон.
под стойкой с куклами есть лестница. Харука могла спуститься туда. Не получается сдвинуть деревянную решетку. Должен быть способ открыть ее.私は下に行きたいんだ。死にたいのはわかるけど、じゃあそれまで遊びましょう。これはあなた、あなたの人形見。私を探して。Камера реагирует. Осмотреть внутри святилища. Так, это кто? Это где? Человек, висящий на дереве. Найти это место. Сверьтесь с фотографией. Убегающий ребенок. Мне что, в прятки играть тут надо будет? Теперь можно вниз, кстати. Еще одна ведьма из Блэр. Ого. Зеркальный камень. Фигура в воде. Нулевая пленка. Особая, самая эффективная. Блин, я тут запутался. Так много ходов. Или это не хода? А тут не открыть, значит назад.
все. Нет, не страшно. Зачем я сюда перся? В этот подвал. Ведьму из Блэр сейчас потрогаем. А, не, это просто линзы. Еще один тип. Но я думал, покажут записи, кто-нибудь выпрыгнет. И вообще этот подвал опционален. Значит... Вода в проходе в полу. На полке не хватает нескольких кукол. Их должно быть смыло водой. Ручища какая-то большая у нее. Блокнот. Мне его все же поймать надо. Мужчина в маске. Что это он? Сундук какой-то тащит. Тут нет. По воде надо. За шторами вижу белое лицо большой куклы. Похоже, это главное святилище. Вот это неприятно. Рассыпалось. Да куча еще таблеток. За полками с куклами есть комната. Возможно, могу пройти туда. Ну окей. Через щель в двери вижу большую куклу.
Ну, вот это не очень приятно, конечно, но не экстремально страшно. Туда побежал. Пленочка. Девяностая. Так, мне вот в эту дверь. Хотя, может и нет, на улицу вышел. Куклы висят. Много. А, вот тут есть еще один заход. А если... Харука пошла не сюда. Надо что-то внутри здания закомплитить. Есть дверь. Есть вторая. Есть коридор. Кукла размером с ребенка. Третья дверь. Документ. Святилище кукол 1. Святилище 3. И что? Я взглянул, но не понял, что надо. А, то есть тут никого нет под занавеской? Это что ли хотят сказать? А есть еще шкаф.
А почему эту занавеску не хочешь? Старый комод в японском стиле. Ну, вылазь тогда. Тут нет. Так, вот это вроде не выходит. Тогда хз. Это на улицу ведет. А здесь появляется курсор, указатель. Как это? Нет. Куклу сфоткать висячую, что ли? Твою мать. Что-то упало в кусты. Хитогатами. Ее сделали похожей на меня. Вернуться. Делов-то. Святилище. Да, без проблем. Другим путем только. Может, теперь это открыто. А я там всех уже поубивал. Поэтому не должны, по идее, напасть. Но все равно кто-то желает.
Ну, не знаю. Эта часть ощущается как экшен какой-то. Может, мнение субъективное, но оно вот такое. Все умерли. Вернулся. Так, что надо-то? Не получается сдвинуть. Должен быть способ. Девочка сидела в центре стойки. Нужно попробовать поставить туда куклу.
Победил. С первого раза. Я нашла эту куклу на полу. Нужно вернуть ее на стойку. Поставили. Кажется, под стойкой что-то сдвинулось. Открылась деревянная решетка. Спуститься под землю. Найти Харуку. Утроба. Надо подлечиться, меня ж немножко поцарапали. Я все 14-й пленкой сильно и не задействовал. Еще один с чемоданом. Через отверстие в стене вижу еще одну пещеру. Проход освещен электрическими лампами. Куда же он ведет? Ах, не успел. Из пещеры течет вода. Похоже, внутри большое открытое пространство. Ой, это силуэт нарисовался. А я хотел всего лишь поднять. Так, отсюда я пришел, должно быть. Чтобы окончательно сориентироваться. Тут я подсмотрел. Тут я пропустил фотку. Что за дорожка прямо? И тут развилка, да черт возьми. Стоит черный ящик. Заперта дверь, замок сломан, не открыть. Тупик, обрыв, вода стекает вниз. Кажется, там что-то плавает. Теперь понял. Среди сталактитов стоит фонарь. Девяностая. Ползти. Тут ящик, значит ползти. Хочу камеру опустить, не опускается.
Пока видение не исчезло, не опускалось. За ящиком обрыв, вода стекает вниз. Ящик плотно закрыт. Открыть не выйдет.はるかさん。私は見たあの夕日を。私たちだけ生き残った時。はるかさん。夕日溶ける。しっかりして。Выползло нечто. Изи. Переключился на 61-ю. あなたは。私は小塚田優里。あなたを探すように頼まれたんです。歩けますか？とにかくここを出ましょう。はい。 Сбежать с горы. В воду погружен приоткрытый ящик, заполнен темной водой. Блин, я разочарован, что босс был такой легкий. Еще один черный ящик, похожий на тот, в котором была Харука. Крышка закрыта, внутри тоже кто-то есть. Лебедка. Возможно, ее использовали, чтобы что-то поднимать.
гравировкой ириса. Не пройти. Ну, значит, тем же путем, что и пришла сюда. Лезть.私を探してほしいと頼んだのは冬日なんですか？はい。冬日会いたい。会って謝らなきゃ。Идет за мной, надеюсь. Потихонечку.冬日ごめん。私どうして？ Так. Пытаюсь сообразить. Сюда. «一緒にって言ったのにごめんなさい。ごめんね。Так где она? За дверью осталась. Нет. С этой стороны. Как-то телепортировалась. 許して。 Не торопится. 歌が聞こえる。あの歌。 Куда запустила? Идти за тенью. Это разве тень? Вроде живая вполне себе. Старая записка покрыта темными пятнами, окровавленная. Там, где горло перерезало.
りましょう。冬日。どうしてあそこに？夕日が見えたから。夕日が近づいてきて、だんだん慣れてきて、溶けるみたいで。溶ける。とにかく君は帰ってきたんだ。無事でよかった。冬日はここにいるの？歌、あの歌。今は何も考えずに休んでください。そうね。ありがとう。Харука, лучше дать ей немного времени, чтобы прийти в себя. Нужно рассказать Рену и Руи о Хисоке. Поговорить. А что это за здание? Полка забита толстыми книгами, большинство из них досталось нам вместе с другим антиквариатом. Мы сохранили их в надежде, что сможем продать. Должно быть, ему снится жуткий кошмар. Под углом каким-то надо вставать. Или рано, пока мне еще к нему подходить. А можно прикоснуться сначала. Мирна. 先生、そろそろ。あ、俺は帰る。ユーリも少し休め。ええ、おやすみなさい。
Этот сон похож на воспоминание, что я видела, прикоснувшись к Харуке в пещере. Нужно узнать больше. Может, если спрошу у нее, поговорить с Харукой. Еще хорошо бы знать, где она. Телек внизу смотрит. И тут нет. Харука-сан. Юри находит пропавшую Мамосе Харуку в реликварии в пещере под святилищем кукол. Она отводит девушку обратно в магазин, Харука не в состоянии говорить и не может объяснить, что с ней произошло. В ту же ночь к Харуке приходит призрак Фуюхи и уводит ее обратно на гору. Опять 4-й эпизод закончен с рангом А. Наверное, это хорошо. И предстоит теперь 5-й. На этом моменте ролик номер 1 прохождения я завершаю. Это был Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Смотрите продолжение, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.